Всем привет! Так как у нас наступает год 2020, год мышки, мы будем с вами вязать сегодня мышку. Вот такого вот мышонка в комбинезоне. Вот так вот он выглядит. Такой вот мышонок. Символ наступающего года 2020. Что нам для этого понадобится? Так вот мы его посадим. Если он, конечно, захочет сидеть. Так. Не хочет. Ладно, в комбинезоне неудобно. Ножки. Значит, пусть так лежит. Что нам для него понадобится? Пряжа. Такая вот бежевая, серая цветом. Ну, я буду вязать такую мышку. Комбинезон будет из такой пряжи. Синий-голубой. Дальше. Вот такая вот пуговичка для украшения. Можно любое. Если хотите украшать, там уже смотрите на свое усмотрение любое украшение. Пуговичка. Буду пришивать сзади комбинезон, чтобы застегивался. Дальше у меня у мышки глазки на клеевой основе. Глазки и носик. Вот. Если у вас нету глазок на клеевой основе, а есть на безопасном креплении, это еще лучше, так как мы вяжем деткам, и, конечно, стараться надо все, чтобы было более безопасней. Вот. Но у меня нету, к сожалению. Я буду делать вот такие вот. И носик тоже можно вышить, если делаете деткам, маленьким будете делать. Из ниточки можно вышить просто носик, чтобы клей не оторвался. Вот. Дальше нам нужны будут маркеры. Там комбинезон, для комбинезона, когда будем его вышивать, пригодятся для удобства. Крючок номер 2,5, которым я вяжу в основном игрушки. Вот. Соответственно, ножницы, иголочка с широким ушком для сшивания. У меня их несколько размеров бывает, и не могу, дырочки бывают на пуговичках маленькие, у меня поэтому несколько размеров иголок. Вот. Наполнитель холофайбер у меня вот такой. Наполнять игрушку. Вот, что еще? Ну, в принципе, все, что нам нужно для того, чтобы вязать эту игрушку. Ну что, можно начинать вязать ее. Начинаем вязать с головы. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Затягиваем колечко. Это у нас первый ряд. Второй ряд провязываем в каждый столбик прибавку. Сделали прибавки в каждый столбик. И в итоге у нас получилось 12 столбиков. Теперь третий ряд. Нам надо, чтобы у нас в ряду было 15 столбиков. Для этого мы провязываем 3 столбика. Делаем прибавку. И так повторяем 3 раза. 3 столбика. Прибавка. Это у меня второй раз. И еще раз. Третий. 3 и прибавка. В ряду у нас 15 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем 4 столбика и прибавка.
Повторяем это 3 раза. 2, 3, 4 и прибавка. И в этом ряду у нас будет 18 столбиков. 4 столбика и прибавка 3 раза. Пятый ряд, 5 столбиков и прибавка, также повторяем 3 раза. И в ряду в этом у нас, в пятом, у нас должно получиться 21 столбик. Не забудьте наш хвостик здесь зафиксировать, чтобы не разошелся круг. Продолжаем вязать. Продолжаем вязать прибавки. 6-й ряд, 6 столбиков и прибавка. Повторяем 3 раза. Седьмой ряд вяжем так. Провязываем 6 столбиков. Столбиков. Дальше вяжем 12 прибавок. 1, 2, 3, 4, 12 прибавок. И оставшиеся 6 столбиков провязываем без изменений. 3, 6. Следующий ряд, 8-й, вяжем без изменений. В ряду у нас здесь 36 столбиков. Вот 36 столбиков вяжем без изменений в 8 ряду. Дальше продолжаем вязать прибавки. 9 ряд, 5 столбиков прибавка. Повторяем это 6 раз. 4, 5. 10 ряд, 6 столбиков и прибавка. Повторяем это 6 раз. Значит, в 9 ряду у нас 42 столбика. В 10 ряду, где мы провяжем сейчас 6 столбиков и прибавка, повторив 6 раз, у нас будет 48 столбиков. Так, теперь с 11 по 18 ряд мы провяжем 48 столбиков без изменений. С 11 по 18 ряд. Так, провязали мы 18 рядов. У нас вот вырисовывается мордочка, там, где у нас были прибавки. Помните, да? Значит, в каком-то ряду у нас было? В 7 ряду было 12 прибавок подряд. Вот эти прибавки нам сформировали то место, где у нас будут глазки. Вот где-то здесь у нас будут, да? Вот так вот у нас головка выглядит. Это носик. Вот видно, да? Дальше продолжаем вязать. Следующий у нас ряд, это у нас 19 ряд. С этого ряда у нас начинаются убавки. Теперь провязываем 6 столбиков и убавка. Повторяем это 6 раз. 6 столбиков и убавка. И убавка. Убавку я делаю за передние полупетли. Вот так.
Так, в ряду у нас остается 42 столбика. 20 ряд. Делаем, вяжем 5 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас останется 36 столбиков. Значит, следующий 21 ряд. 4 столбика и убавка. Повторяем это 6 раз. В ряду у нас 30 столбиков. 22 ряд. 3 столбика и убавка. Повторяем это 6 раз. В ряду у нас остается 24 столбика. Провязываем до этого ряда и начинаем набивать голову синтепоном. Итак, я набила голову синтепоном. Теперь смотрите. У меня, так как глазки на клеевой основе, я их приклею потом. Но если у вас вдруг глазки на безопасном креплении, вам надо будет перед тем, как набить синтепоном голову, вам надо будет сначала вставить глазки. Вставляем, значит, мы между 7 и 8 рядом. Находим в 7 ряду у нас были, если помните, 12 прибавлений подряд. Находим этот ряд с прибавками и отсчитываем. Первая прибавка, вторая. И над третьей между 7 и 8 рядом вставляем глаз. Это будет у нас один здесь глазик. И с другой стороны также находим прибавки, где у нас заканчиваются, и отсчитываем. Раз, два, и над третьей прибавкой вставляем второй глаз. Это если у вас глазки на безопасном креплении. Если на клеевой, как у меня, то мы это сделаем потом. Продолжаем дальше делать убавки. 23 ряд. Вяжем 2 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. Это у нас будет 23 ряд. Останется у нас 18 столбиков. 24 ряд, столбик, убавка 6 раз. Останется 12 столбиков. И 25 ряд, 6 убавок подряд. Не забудьте заполнить голову до конца, перед тем, как сделать последнюю убавку. Закончила я последний ряд с убавками, 6 убавок подряд. Теперь я беру иголочку, вставляю нитку, отрезаю кончик, да, и буду стягивать я этот ряд, прошиваю пропускаю ниточку за передние полупетли. Можно это делать крючком, вот, можно удобной иголочкой, я думаю, вот, через все оставшиеся 12 столбиков, вернее 6 столбиков, и стягиваем вот так вот наш край. И все, теперь мне осталось этот кончик спрятать. Для этого я здесь сделаю узелочек, чтобы не разошелся у меня край, и спрячу. Вот таким вот образом. Вот и все. Голова у нас готова. Так, пока мы ее откладываем в сторону, будем вязать следующую деталь. Итак, следующая деталь, которую мы будем вязать, это уши. Их мы наполнять не будем, просто свяжем 2 уха. Итак, в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Затянули колечко. Теперь второй ряд мы делаем 6 прибавок. В каждый столбик делаем прибавки и получаем 12 столбиков в ряду. Провязали. Дальше третий ряд.
столбик и прибавка. Повторяем 6 раз в ряду 18 столбиков. 4 ряд 2 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз в ряду 24 столбика. И 5 ряд 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз в ряду 30 столбиков. Провязала я 5 ряд 3 столбика и прибавка. В ряду у меня 30 столбиков. Я здесь не делала ряды, вернее прибавки я не делала со смещением, потому что здесь как бы не принципиально, не обязательно, потому что это ушко, оно не так заметно. Это когда делается круг большой, да, тогда я делаю со смещением прибавки, чтобы углы не торчали и очень аккуратно такой круг получается с смещением. Вот. Дальше. С 6 по 10 ряд вяжем 30 столбиков без накида, без изменений. С 6 по 10 ряд. 11 ряд 3 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. Три столбика и убавка. Двенадцатый ряд. У нас получилось здесь 24 столбика. В 12 ряду мы вяжем без изменений. 12 ряд 24 столбика. 12 ряд провязали без изменений. Затем вяжем 13 ряд, где мы делаем 2 столбика и убавку. Повторяем 6 раз. В 13 ряду у нас останется 18 столбиков. Затем 14 ряд мы провяжем без изменений 18 столбиков. И последний 15 ряд вяжем столбик и убавка. Повторяем 6 раз. Остается 12 столбиков. Провязали мы 15 ряд. Теперь у нас осталось 12 столбиков. Теперь нам надо связать 2 половинки вместе. Вернее, 2 края вместе. Для этого мы просто вводим крючок с одной стороны, и с другой, и спереди, и сзади. За обе половинки беремся, провязываем столбиками без накида. Провязываем вместе. Получается где-то 5 столбиков. Отрезаем ниточку для сшивания. Здесь я сделаю соединительную петелечку. Все. Я связала оба ушка. Итак, связали мы 2 ушка. И на этом этапе будем формировать мордочку, чтобы у нас голова была как бы уже вся собрана. Для этого что мы будем делать? Сейчас мы будем утягивать те места, где у нас будут глазки. Глазки у нас будут между 7 и 8 рядом. Это там, где у нас были прибавки. Сколько там у нас было? 12 прибавок, да? У нас было в 7 ряду 12 прибавок подряд. Вот находим мы вот этот ряд, вот он у нас. И ищем первую прибавку. Вот она у нас первая, вторая и над третьей прибавкой между 7 и 8 рядом у нас будет один глазик. И второй глазик у нас будет с другой стороны. Также находим последнюю прибавку и отсчитываем 1, 2. Над третьей прибавкой будет у нас второй глазик. Так это они будут у меня располагаться. Здесь мы сейчас будем утягивать вот так вот. Что мы для этого делаем? Мы вводим где-нибудь здесь, наверное, снизу
Там, где у нас голова будет пришиваться в таком положении. Вот. Вот. И где-то снизу мы вводим иголочку. Выводим там, где мы вставили маркер, иголочку. Теперь вводим через столбик. Вот у меня иголочка здесь. Вот отсюда ниточка, сейчас иголку уберу. Ниточка вышла с этой стороны столбика. Я с другой стороны этого столбика ввожу, захватывая иголочкой наполнитель. Вывожу перед иголочкой в столбик, чтобы опять же можно было через столбик вернуться обратно. Ввожу и выходим туда же. Можно через столбик, чтобы когда мы сделаем узелочек, чтобы ниточка наша не убежала и утяжка осталась как должна быть. Вот. Теперь стягиваем глазки. Так вот они у нас стянулись, да? Ну вот и смотрите, как вам будет более симпатично, сильно стягивать будете или нет. Я думаю, что для меня будет этой утяжки достаточно. Теперь делаем здесь узелок. Сделаю я 3 раза. Завяжу, чтобы более надежнее держалась. Отрежу я так вот небольшой хвостик, чтобы мне было удобно потом его спрятать. Затем сделали мы утяжки глазком. Пока я не буду приклеивать глазки, потому что, чтобы не ждать, пока они будут сохнуть, да, сначала я пришью ушки. Ушки также мы выбираем уже для себя удобные, как бы, как мы видим мышку, с какими ушками, да, в каком они должны быть расположении, так и пришиваем. Вот так вот. Ну, я пришью вот где-то так. Вот в таком положении, думаю. Ушки я пришила. Теперь я буду приклеивать носик и глазки. Если у вас нет носика, то вы можете его вышить. Так. Значит, если нету носика, вышивайте. Просто берете черную ниточку, пряжу, да, и сделайте его примерно так. Вот. Вот так вот я сейчас намечу, вам покажу, как можно вышить носик. Примерно. Там уже вы по размеру сами можете разобрать, да? Вот такой вот прямоугольничек можно сделать черной ниточкой, да? Вот вводите иголочку сюда. Вы можете как бы по периметру вот так вот его прошить, а потом вот вводите туда-сюда иголочку и как бы зашили, либо туда-сюда, неважно в какую сторону вы будете это делать, и вот так вот его как бы обошьете, да, получится у вас такой вот носик прямоугольный. Размер носика подберете как бы сами, когда будете иголочки вставлять, примерно так на глаз. Здесь для нее нету, для этого носика как бы формулы никакой. Можете такой сделать, либо треугольный, вот, наподобие вот этого клеевого. Можете такой это вышить. Также треугольничек сделать и вышить. Вот.
я буду клеить. Но перед тем, как буду клеить, я сначала сделаю бороздочку вниз от носика, чтобы у меня спряталась часть верхняя. Поэтому опять же я ввожу здесь внизу, здесь сделаю узелочек, потому что здесь будет прошиваться туловище, и оно все спрячется. Итак, у меня будет, значит, носик приклеиваться где-то вот так, да? Я думаю. Поэтому иголочку мне надо вывести где-то здесь. Ну, вот в серединке как раз и выведу. Вот. И у меня будет вот такая вот бороздочка для носика. Вот. Размер бороздочки вот примерно. У меня вот где носик закончится. Считаю 1, 2, 3, 4 ряда. Вот у меня будет бороздочка именно 4 ряда. Так вот ровненько по центру. Выведу я сейчас там, где у меня будут брови. Брови тоже располагаю я приблизительно. Там уже как хотите видеть удивленную мышку там. Еще как. Выведу, наверное, примерно здесь. Я потом посчитаю, скажу. Вот бороздочка у нас получается. Вот. Где-то, наверное, еще наряд сюда. Вот отсюда начнем. Так вот. Может, это сильно далековато. Может, лучше, чтобы было лучше видно немножко. Не знаю, сейчас посмотрим. Вот так вот, наверное, все-таки. Вот. Вот, вышила я бровки. Так, как бы вам объяснить? Я думаю, здесь сложно будет объяснить. Здесь все можно сделать на глаз. Правильно? Как вам нравятся бровки, в каком расположении, так вы и делаете. Вот. Теперь я сейчас приклею глазки и носик. Вот так вот я приклеила. Сохнуть у меня еще немножко будет клей, потому что в комнате немножко влажновато. Долго сохнет, чуть подольше будет. Вот я отложу в сторону, пусть сохнет. Вот такая вот мордочка получается. Вот. Дальше будем вязать ручки и ножки.